Так, народ, сегодня погуляем по Флоресу. Я сюда приехал по делам и пройдусь чуть-чуть, у меня есть времени, по этим райончикам. Значит, Флорес район специфический. В каком плане специфический? Все районы у нас трохи специфические. Но здесь можно встретить, так сказать, не такой прямо центральный. Сейчас я хотел вам показать другое. Здесь можно встретить и бомжей, и бабочек, и всех, кого можно, того и встретить. Хотел другое показать. Вот, кстати, очень консультория. Это ребята сидят, подрабатывают машины, охраняют, еще что-то, мусор собирают. Одним словом, больше всего, что попало. Вот. И хочу показать, если дойду, как можно из общественного туалета получить частную собственность. Не знаю, она уже оформилась или нет. Я когда-то работал в этом районе. Давно, правда, лет 20 назад. Мой товарищ аргентинский когда-то тут было как. Рядышком есть железная дорога. Вот такие дома строят. И как их называют? Не вокзалы, а перроны. Вот сейчас железная дорога, вот квартал. Открывается шлагбаум, поедут машины. И перрон, он принадлежал управлению железных дорог. И они периодически там сдавали эти перроны, чтобы что-нибудь там рядом строили. А вы рассматриваете. Так что я хотел сказать, что мой товарищ когда-то, его друг снял территорию под стоянку для машин, гараж типа, знаете, снимает. Он впереди гараж, к примеру, вот такой гараж. И еще сдал потом моему товарищу общественный туалет, который был на перроне. Прикидывайте, да, ну вот вокзал, типа, ну не вокзал, потому что здания нет. Перрон железнодорожный, на нем общественный туалет. Вот его снял в аренду мой дружок аргентинский. Ну, лет 20 назад. И попросил меня, я тогда был как бы так безработным, но все кидался, сделать ему из общественного туалета ресторанчик маленький. Вот. Разбомбили мы все стены в общественном туалете. Вот типа такая стоянка была. Потом раздолбили мы все стены в общественном туалете. И он мне нанял еще одного помощника, который просто кирпичи подносил. Трубы внизу оставили, все запечатали, зацементировали. И на основании его построили такую. Построил я все своими руками. Один помощник был, который подавал инструменты и подавал кирпич. Построили мы такую в то время маленькую кафешку. Даже со вторым этажом, то есть с таким маленьким. Который он думал, что при перроне будет продавать всякие хот-доги, бутерброды. То есть это был не ресторан, такая забегаловка, знаете, при вокзале. А потом наше правительство, вот такие тут есть чудненькие дамочки, тут их полно. Вот. Потом наше правительство, этот самый, приватизировало, приватизировало, скажем так, эти самые железные дороги. Соответственно, уже было непонятно, кому принадлежит эта территория. Потом что-то там, господи, она так кричит сзади. Потом получилось так, что фиг поймешь чего, вроде бы они снова попробовали отдать это все железным дорогам. Одним словом, затерялся в конечном итоге хозяин на эту землю. И при всяких переприватизациях мой дружок просто закрывал этот кондейку, и его батя там спал в середине, чуть ли не с этим, с палкой, чтобы не пускать туда никого, чтобы кто-то проверил, чего, какие документы. И так в конечном итоге оно ему и осталось. Я так понимаю, документов нет, но теперь не могут найти вообще хозяевов этой земли, кому она принадлежала, кто кому сдавал, по каким бумагам, кто кому чего пересдал. И чувак себе получил, как говорят, частную собственность в городе. Какой-то период, когда его жена выгоняет, он там спит, блин, то родственники он ночует, то еще кто-то чего-то. Одним словом, я его как-то, когда в этих районах бываю редко, раз в несколько лет вижу.
Но сейчас, так как у меня есть время, думаю, пройдусь, посмотрю. И так он и остался. Ни у него бумаг нет, ни у государства теперь нет бумаг. В связи с переприватизацией железных дорог 100 раз одно и то же. И никто не понял, чье, и он сказал, что это мое. Это как, знаете, вот ты, если там, не знаю, захватил какой-то дом, залез, у нас часто такое бывает, называется окупас. И если у старых жильцов или там у хозяевов нету там всех досконально бумаг, и никто ее туда еще и не выперет. И вот многие так и остаются там в этих делах. Вот так и с этим получилось. Получилось так, что тут у нас уже, где он тут у нас, сейчас найдем. Думаю, на следующей квартире. Сейчас найдем. И вот так и получилось у чувака. Что получил он себе хлам, конечно, но может в конечном итоге когда-нибудь он его поменяет, то есть разрушит все. Сейчас, конечно, вся эта стройка уже тоже пришла в негодность из-за той фиговины. Так, из-за той фиговины, что это самое, что, как вам объяснить, и 20 лет прошло, его никто не ремонтирует. Тут вообще, смотрите, какой весь, все в хламе. Ну вот если никто ни зачем не смотрит, то есть вначале, когда мы сделали, там были и козырьки с рекламой, и светящиеся маркесины, как мы их называем, то есть эти светящиеся огоньки всякие, и столики стояли и на улице, и там, и сям. А теперь все уже, я проезжал как-то несколько месяцев назад, конечно, пришло вот как весь райончик. Но ничего, видите, район живет. Так что по ночам он забит тут этими трудящимися дамочками. Этот райончик очень прославляется этим делом. Когда стройкой занимался, тут этих дам просто немерено к вечеру выползает на работу. Вот. Разные районы бывают. Он стоит в гараже, если кто заметил. Он увидел, что я с камерой иду, отвернулась и ушла в серединку. Видите? Вот. Работница даже днем работает. Если кто поставит на стоп-паузу и в тот гараж приблизит картинку, увидит. То есть, а вечером таких вообще просто здесь пруд-пруди. Но они ушлые, даже где я иду, но камеру увидела и уже свалила. Они тут и по гаражам, потому что так просто им около школ стоять нельзя. А тут вон школа, к примеру. Так, ну что, посмотрим, чего я тут натрудил 20 лет назад. Если вдруг случайно увижу, что и он там есть, мой дружок, вообще будет хорошо. Ну, вряд ли он там сейчас сидит. Больше всего, что там его новая семейка котик. Вот. Не забываем, да, что раньше это был просто общественные туалеты такие стояли, будки, знаете, куда там заходят. Вот это описанное стасимento тоже так оно и осталось, уже приватизировано, хотя вот это, где сверху буква Е, это называется, раньше принадлежало железным дорогам. Хозяин, который снял, умер, а потом хозяин пересдал вот еще вот это, что оно теперь называется. Ну, думаю, что не рестораном назвался, нет? Себа! Он. Oblin! Justo por ruso estoy filmando, explicando que... Хорошо? Прекрасно. Хорошо. Себастьян. Oblin! Hola. Todo esto hizo. Да, я построил Yo, все вот hizo это. él. Я как раз и рассказываю вам именно, и как раз встретил. Знаешь, что я люблю до сих пор сок этого самого, как его, грейпфрута, и сразу спрашивает, помелю тебе, и побежал, у нас называется помелю. В общем, выглядит пока так. Там раньше был двухэтажный. Вот это все сделал своими руками я из общественного туалетика, смотрите. Аж до этой плитки, которую положил. Теперь они немножко переделали это все, но еще вот сандвичи продают, гляньте, какие, видите? Вот миланески у нас тут находятся, класс. И можно при дороге покушать, а здесь у нас вокзал находится, то, что я и говорил, видите? Вот это. И было как бы выгодно, что когда люди идут или выходят вот с этой стояночки, вот стучит уже, что закрывается шлагбаум. Так они как раз, хоп, и здесь все покупают.
Итак, повидался, как говорят, с моей прошлой жизнью, с моей молодостью аргентинской, когда я сюда только приехал. Мы с ним столько лет провели вместе, с Себой. И не только здесь, мы конструировали, ну, в смысле, строили, где попало, еще попало. Хотел меня еще посидели, попили этого самого сока. Хотел меня еще он приготовить, как говорят, Парижу, но я уже отказался, бо мне надо возвращаться, идти. Поспрашивал его, оказывается, нет, не смог он тут приватизировать и задержаться. В смысле как? Вот он задержался, все, но оказывается, железные дороги его прижали, и ему пришлось сделать контракт. И теперь он по контракту с железными дорогами, тут как бы у них в аренде. А то он боролся, я знаю, я думал, уже приватизировал. Оказалось, нет. Железные дороги свою землю отбили. Ладненько. Будем знать. Поговорили, повеселились, повспоминали. Вот. Одним словом, приятно полазить по райончику, где ты столько всего делал. Ну что, мы пока это построили, знаете, сколько я тут времени в этом районе провел? Кучу, самую настоящую. Плюс мы еще с ним строили, мы с ним и панчосами занимались, тачками по продаже этого. Когда я рассказывал видео, как меня печатали, что я там типа мафиози этого, хот-догов. Вот мы же с ним тогда этим занимались, хот-догами всякими. Потом строили ему дом. Потом строили ему еще один киоск в микроцентре в городе. Сейчас уже его там не существует. Ну, в общем, жизнь меняется. За это время столько всего везде настроили, наделали. Так что, видите, еще работает. Еще стоит то, что я построил. Вот. Вот так и бывает. Так что чем мы тут только не занимались. Вон этот, железная дорога. Вон, видите, поезд уходит. Вот около такой железной дороги посчитали, что выгодное место будет. В плане того, что люди заходят, выходят с поезда, ну и кушают. Но это не подстроено было, я не ожидал его там увидеть. То есть я думал, ну как всегда его нету. Там у людей спрошу, где он, да и все. Ну и покажу немножко как бы его штуку, которую я построил. Оказалось, он там за столиком прямо сидел. Ладно, народ, пойду к машине. Я вам тут все показал. По этой дороге мы уже шли. Ничего новенького тут больше сегодня не увидим, думаю. Все. Пока.